бытие есть неопределенное, непосредственное. Оно свободно от определенности по отношению к сущности, равно как еще свободно от всякой определенности, которую оно может получить внутри самого себя. Это не имеющее рефлексии бытие есть бытие, как оно есть, непосредственно лишь в самом себе. Так как оно неопределенно, то оно есть бескачественное бытие, но в себе ему принадлежит характер неопределенности, лишь противоположность к определенному или качественному. Но бытию вообще противостоит определенное бытие как таковое, а благодаря этому сама его неопределенность составляет его качество. Тем самым обнаружится, что первое бытие есть определенное в себе, и что, следовательно, во-вторых, оно переходит в наличное бытие, есть наличное бытие, но что последнее, как конечное бытие, снимает себя и переходит в бесконечное соотношение бытия с самим собою, переходит, в-третьих, для себя бытие. Бытие, чистое бытие, без всякого дальнейшего определения, в своей неопределенной непосредственности, оно равно лишь самому себе, и оно также и не равно по отношению к другому, не имеет никакой разности ни внутри себя, ни по отношению к внешнему. Если бы в нем было какое-либо определение или содержание, отличное от другого определения в нем же, или же такое определение или содержание, которым оно отличается от некоего другого бытия, то такое различие нарушило бы его чистоту. Бытие есть чистая неопределенность и пустота, в нем нечего созерцать, если здесь может идти речь о созерцании, или, иначе говоря, оно есть только само это чистое, пустое созерцание. В нем столь же мало есть нечто такое, что можно было бы мыслить, или, иначе говоря, оно равным образом есть лишь это пустое мышление. Бытие, неопределенное, непосредственное, есть на деле ничто, и не более, и не менее, чем ничто. Ничто, чистое ничто, оно есть простое равенство с самим собой, совершенная пустота, отсутствие определений и содержания, неразличенность в самом себе. Поскольку здесь можно говорить о созерцании или мышлении, следует сказать, что считается небезразличным, созерцаем ли мы, а также мыслим ли мы нечто или ничто. Выражение «созерцать» или «мыслить ничто» следовательно что-то означает. Мы проводим различие между этими двумя случаями. Таким образом, ничто есть в нашем сознании или мышлении, или, вернее, оно и есть само это пустое мышление и созерцание, и оно есть то же самое пустое созерцание или мышление, что и чистое бытие. Ничто есть, стало быть, то же самое определение, или, вернее, то же самое отсутствие определений, и значит вообще то же самое, что и чистое бытие. Чистое бытие и чистое ничто есть, следовательно, одно и то же. Истина состоит не в бытие и не в ничто, а в том, что бытие не переходит, а перешло в ничто, а ничто не переходит, а перешло в бытие. Но равным образом истина заключается не в их неразличенности, а в том, что они не одно и то же, и что они абсолютно различны, но столь же и нераздельны и неотделимы, и что каждая из них
непосредственно исчезает в своей противоположности. Их истина есть, следовательно, это движение непосредственного исчезновения одного в другом. Становление – такое движение, в котором они оба различны, но таким различием, которое столь же непосредственно растворилось.